То есть они его пытались расшнурить. Не на того напали. Но- При этом они на коне, а мы на скамейке. То что тогда твое искусство устаревшее и непонятное? Нет, оно устаревшее, но понятное. Нельзя отказываться от того, что ты умеешь делать хорошо. Но я выстраиваю картину, и я ее придумываю, чтобы она выразила подтекст этого социума. Ну, сколько могла картина стоить твоя? Ну, 25, там 30 тысяч долларов. Что все такие художники были, такие В лапочки? основном всех облапошили, другого шанса никогда не было. Слушай, а ты вот общался, знаю, с Дмитрием Приговым, Владимиром Сорокиным, вот Гришей Брускиным. Насколько вообще близкие были отношения и какие-то были проекты совместные с кем-то из тех, кто на слуху? Нет, это было так, что когда выставил я вот эту первую картину, то вот, по-моему, кто это, то ли Орлов, вот это Боря Орлов, Борис Орлов, вот это скульптор, вот, он же тоже Строгановку заканчивал. В общем, они так среагировали на меня. То есть это какое-то неофициальное искусство, не совсем академическая картина, а с каким-то подвохом, как бы, да? Это вот уже на вот эти, которые очередь, да, вот на эти работы. И очередь, да, и до очереди, которые, то есть они увидели несколько уже картин, и что они все выстроены как-то, как бы сказать, неординарно. И поэтому они как бы типа, может, это наш человек, вот, и как-то так приблизили. И я даже вот попадал на вечера, их какие-то домашние вот эти вот. Я в мастерской у Брускина был, даже в гости к нему ходил. Он же жил в той же квартире, то есть в том же доме, где выставлялись 27 художников графики. Это грузинская, большая грузинка, по-моему, да. И в доме, где жил Высоцкий, он чуть-чуть под ним жил, Гриша Брускин. Вот. И поэтому они как бы меня в свой кружок как-то так допустили. И я был вот на одной читке вот этого Сорокина был, потом вот был у Брускина в мастерской и вот дома, у Пригова был дома, мы целый вечер, в общем, с ним, по-моему, даже я ночевал у него. Вот он долго рассказывал, он же тоже Строгановку закончил, Орлов и Пригов, они со Строгановки еще дружили. Вот. И вот он мне графику показывал, а поскольку я рисовал, и тоже графика, мне было интересно вообще. Ну и как? Ну, Пригов, он интересный. Там нет академичности, как бы такой анатомичности, но зато есть образы. Он вот этих уродцев как бы рисовал, таких вот ублюдков, как бы вот идеологии, знаешь, во что превращает человека идеологии. И вот у него как бы через это преломлено, то есть он как бы уродство, которое наносила идеология, что она делала с душой и с личностью человека, вот он как бы к этому апеллировал, через это как бы показывал вот это время. Потому что его стихи, они тоже саркастичные. Ну да. Он же там и Пушкина так вот пародирует, как бы. Вот. Поэтому у меня даже сохранилась вот такая вот пачечка его. У него была такая серия «Отринутые стихи». То есть он печатал такой вот самоиздатовские вот такие маленькие тетрадочки такие, да. И он их степлером законсервировал навсегда. То есть их нельзя было уже прочесть или листать, а просто написано «Отринутые стихи». Там вот, да, непонятно, есть там что-то, нет. Да, есть ли там или нет. То есть он вот избрал вот такого, как бы сказать, образ поэта, вот концептуалист этого времени, да, вот через вот эту концепцию, то есть вот смеховая, саркастическая вот такая вот позиция, и он это все обыгрывал через вот такого рода стихи и поэзию. Хотя он, вот если с ним разговаривать, ведь Востриков и Подрез, они с ним сделали встречу. У них есть беседа целая. Есть, да, мы ее напечатали даже. Да, уже, да, и он, если прочитать эту вот интервью, он очень умный человек. И он нисколько, как бы сказать, не позволил себя как-то пощекотать. Он отлично там держит как бы свою позицию, свою идеологию. Он отлично ее аргументирует и обосновывает. То есть они его как бы пытались
расшнурить, Да, да. вот, но он Не на того напали. да, он образованный и очень как бы был человек такой умудренный как бы вот в идеологии этого периода, в искусстве конформистском, вот этом вот, как бы сказать, неофициальном искусстве. Он был один из главарей, как там это у Маяковского, как горлана главаря. Вот он как раз вот такой был человек вот в это время. Он и Рубинштейн, они читали вот эти читки, у них тоже Да. был, я тоже был на этих вот читках. Вот как раз тогда «Звуки Му» были, я тоже был на их концерте. Потом был концерт в Манеже, «Аквариум», там вот я прямо около сцены стоял, их Вознесенский представлял. Да? Да, он покровитель был, он очень уважал Гребенщикова. И как раз вот этот первый концерт перестроечный вот в Манеже, где «Аквариум» играл, открывал концерт как раз вот Вознесенский. Он Интересно. представлял Он их, просто да. представлял или то, что-то читал Нет, свое? он представил их, рассказал кое-что, как он воспринимает их, и поэзию вот Гребенщикова. Он похвалил его очень и, в общем, высказался очень положительно. Ввел его в пантеон. Ввел, да, вот это, он просто открыл вот этот концерт и представил их как бы как группу, как вот поэтически, с точки зрения поэта, как, что их тексты вот хороши и так далее. Так что Тегин там тоже, это вот то время, понимаешь, оно бурлило вот такими персонажами. Тегин Леня был такой, знаешь ты? Нет. Вот, это тоже был, это как бы один из первых, кто начал делать вот этот вот самый фотореализм. Потому что вот потом Шерстюк, потом Файбисович, потом этот самый Булатов, Кабаков, Да. это все, Гороховский, это все почти сделано на основе фотографий. То есть они быстро уловили, как бы сказать, конъюнктуру, и они стали использовать фотохолсты, там чуть-чуть красочкой мазнут, все, картина, социум. Понимаешь? То есть, потому что я свои картины строил как бы композиционные, вот с этими загадками. То есть смысл приходил из построения композиции с зашифрованным образностью, которой надо было как бы разгадать, остановиться. А та картины были именно на фото. То есть фотоматериал уже нес в себе такую мощную социальность, как бы, что даже обрабатывать уже ничего не надо. И они стали просто картины эти быстро-быстро воспроизводить одну за одной. Ну, а как вот ты художник академический, поставлен таким рисунком, ну, приверженец, ну, наверное, скорее, ну, реалистического такого направления. Как ты себя ощущаешь вот в мире, в котором люди, которые, ну, как ты говоришь, не вкладывают много там сил и художники, при этом они на коне, да, вот, да. А мы на скамейке. А мы как бы, да, вот это сидим, отдыхаем. Нет, ну, знаешь, здесь, во-первых, когда... Неужели не обидно? Нет. Здесь другое. Понимаешь, вот когда ты уже понял, как устроена структура вот современного искусства, Да. и вот опыт жизни в Америке, когда я посмотрел вот на тех, кто был в 10+10, я там следил за ними и видел, как бы, что делают они, потому что это черта уже современного искусства. Очень много людей, которые и образования даже никакого художественного не имеют, но они могут, как бы сказать, на основе стереотипов образа, потому что Уорхол, он уже использовал как бы стереотипы самого социума, вот этой вот массового продукта, вот эти его супы Кэмпбелл, да, ведь банка это уже что? Это машинное производство, суп, который как бы издревле готовился на очаге, как бы в семье и так далее, и что вот мы пришли к новой формации, к новой парадигме жизни, и вот ее уже можно выражать, откуда ready-made, готовая вещь как бы, ready-made, готово сделанное. То есть, когда уже Дюшамп выставил колесо, там и все такое, вот уже тогда зародилась новая метафорика
искусства. Ну хорошо, вот если эта метафорика, она такая современная и понятна современному человеку, то что тогда твое искусство устаревшее и непонятное? Нет, оно устаревшее, но понятное. Почему? Потому что я ставил перед собой задачу такую. Потому что я говорил, когда вот начал говорить тебе про это, что когда я закончил Строгановку, да, вот Востриков, Да. Подрез, они уехали в Новороссийск, Да. и группой вот так держались. А я зацепился в Москве. Так. Вот. И я понял, что, думаю, ну что делать? Абстракцией заняться. Зачем я тогда учился рисовать столько лет? И я так люблю, как бы сказать, само вот это вот анатомическую, вот эту симметрию жизненную, да. Ну, мир устроен настолько красиво, потому что это же миллионы лет функция организма, птицы шлифовалась, она летать умеет за счет крыльев, да. И наш главный дирижер Земли, притяжение земное, устроило всю эту жизнь, наделила нас симметрией, двумя ногами, чтобы мы опирались и держали равновесие, снабдила нас движением. То есть вот эта вся геометрия, она мне настолько нравится, Так. и я не смог отказаться от Ну, нее. хорошо, но ты же не аскетически, ты же не живешь, ты тем не Да. пошел на выставку, ты делал работы, которые И вот- публиковались, ты был в социуме, ты погружался туда. Правильно. Тебе это нравилось? И вот я, когда озадачился, каким же может быть мой язык Да. искусства, я думаю, раз я столько потратил на академическое образование, на рисунок, то мне нельзя отказываться от того, что ты умеешь делать хорошо. Но для того, чтобы отразить этот социум, Мгм. значит, мне придется использовать приемы композиционного язык. мышления, Да. да, отобразить этот сложный социум. Не просто срисовывать, как его до меня срисовывали те да, же самые да. академисты, Коржев и все. Вот они, школа, как бы сказать, не столько метафоры, сколько прямого, Ну, указание на да, предмет. сюжет. Да. Сюжет. У меня нет картины, где можно сказать, вот это из реальности взято, с натуры срисовано. и всё. Конечно, нет, это там Я есть образ. использую рисунок и очень конкретные вставляю туда рисунки, сделанные с набросков из жизни. Но я выстраиваю картину, и я ее придумываю, чтобы она выразила подтекст этого социума. Вот знаешь, когда нас напечатали там в в Америке, вот в этом каталоге 10+10, или там вот, если выходили какие-то статьи про искусство перестройки, они там называют комментарии, то есть комментарий к реальности. А что такое комментарий? В Библии тоже сбоку на чистых полях комментарии, то есть как понимать Да. вот этот текст. А я изображаю, как бы сказать, что-то знакомое из жизни, какие-то символы очень примелькавшиеся в социуме, но я им даю интерпретацию, поворот, чтобы зритель понял, а что я имел в виду, изображая то, что ему знакомо по жизни. И поэтому у меня картина, она как бы метафорически, иносказательно, она не изображает только то, что изображает, она в подтекст раскрывает, которым я обращаюсь к зрителю. Он либо должен остановиться и понять, о чем я говорю ему через эти визуальные знаки, либо пройти, отвернуться и сказать, да ну, это неинтересно мне разгадывать, что он тут имел в виду. То есть вот поэтому я остался при своем академическом рисовании, но я стал выстраивать картину по принципу не искажать, не уходить в сарказм и карикатурность, а изображать узнаваемую сцену и узнаваемых людей, не обижая их в своем существовании. Хорошо, это внутренняя задача, а при этом ты взаимодействовал там с рынком, взаимодействовал там с галереями, с обществом, с критиками. То есть ты хотел нравиться, ты хотел успеха. Нет, я хотел... Ты поехал в Америку для этого? Нет, Из тщеславия? А почему ты поехал? Потому что меня попросили участвовать. Это же не то, Ты что там я... остался? Нет, я не остался. Я там просто оброс быстро картинами, скульптурами, и оттуда мне просто трудно было резко выдернуть ноги.
потому что меня пригласили на выставки, я там начал Тебя же работать. галерея Нахамкина, да, пригласила? Да. Так. Я там начал работать, вот с Пурыгиным, мы жили Да. на даче на А Хамкино. работать что? То есть вы работали Скульптуру, и картины продавали делали. все в галерее? Это как это И происходило? галерея, да, галерея продавала наши картины. То есть Вы я получали там от этого? 2 выставки. Очень небольшую. Нам давали столько денег, чтобы мы могли существовать То есть там. вас обманывали? Потому что Нахамкин нас поселил в те квартиры, которые принадлежали ему. Понятно. И он же квартплату с нас эту Ага. получал. Основные деньги там как бы идут за квартплату. То есть аренда помещения в Манхэттене – это самое дорогое удовольствие из всех трат финансовых, которые ты можешь на которые ты там можешь жить. А при этом он продавал ваши При этом работы? он продавал наши А работы. вы знали, сколько они стоят? Продажа? Конечно. Мы знали, как бы прайс-лист всегда выходил перед выставкой. Ну, сколько могла картина стоить твоя? 25, там 30 тысяч долларов, это самая дорогая. Ну, это 90-е картина. годы, это большие деньги, да. Ну да. Поэтому, Это как сейчас там, не знаю. да, то есть 100 по там сравнению, даже, может быть, 200. как бы с тем, что инженеры здесь получали вот просто советская Нет, зарплата. даже для Америки это большие деньги. Ну, не такая большая, потому что, смотря какую взять должность. Да. Если ты адвокат, там, например, или зубной врач, то это не маленький Ну, а сколько вот этих 25 тысяч ты мог получать? 1500, 2000, не больше. И ты никак не предъявлял претензии? Ну а какие претензии, если я получил шанс, как бы сказать, увидеть Нью-Йорк, познакомиться с культурой, как бы вот И американского что все искусства? такие художники были, такие В лапочки? основном всех облапошили. Вот перестройка, все, кто поехал на Запад, да, у кого появился шанс там таким путем или таким, Да. ну, меня просто как бы включили в выставку. Ну, Я не включили, собирался. Ты больше 10 лет прожил в Америке. Нет, это уже потом. Но тем не менее. Ну, это я уже просто, когда случился здесь Да. это самое обвал валюты, когда здесь произошли вот эти вот события, когда там жертвы, вот это Белый дом там стреляли, Понятно. я там просто не мог выехать, потому что у меня был гарант. Меня пригласили, Понятно. и 2-3 года я вообще не мог выехать Понятно. назад. И поэтому я вынужден как бы был подождать там, а когда я подождал и получил грин-карту, я уже оброс картинами и Понятно, скульптурой. И мне уже было все равно, где наблюдать. Я же был, я не женат, Ну у меня да. семьи нет. И я стал наблюдать Запад. Мне было интересно, чем живет этот пресловутый Запад, как устроена структура жизни, как она выстроена вообще, что там искусство, как живет. И когда я вот понял все, то у меня все иллюзии отпали. Я уже не относился к себе там вот с каким-то неосуществленной мечтой какой-то, знаешь, там какими-то порывами известности. почему? Все. Ну, я просто делал свои работы, как я их сконструировал с самого начала. А если бы ты, вот, Подход. если бы ты получал достойное вознаграждение за работы, у тебя по-другому бы сложилась судьба? Неизвестно. Ты Если бы там бы- мог сам снимать, сам там диктовать Во-первых, условия. Во-первых, язык надо выставляться. знать хорошо. Ты не Я выучил. поехал, когда туда, Да. я языка не знал. А потом выучил Значит, более-менее? ну, какой-то разговорный, это то минимум, который все начинают, там, how much и how I can go, что-то там, куда я пройти. Там. То есть первый вот эти вот язык, если ты не изучаешь его как язык, как дисциплину какую-то вот академическую, это такой простой язык, просто объясняться там вот и все такое. Но я как-то научился даже говорить там о своих картинах и все. Но это все равно минимум. Это минимум, который не позволяет тебе самостоятельно жить. Да. Надо ну еще... это, ну это другой вопрос. Ну, если бы у тебя были деньги, то у тебя был бы и язык, и все, что хочешь. Возможно, но я не стремился никогда вот к этой вот как сверхзадаче. Я не ставил перед собой. Я никогда не думал, что я эмигрирую. Я уже с самого начала, когда ехал, я понимал, что я еду на разведку общества. Как оно устроено и что такое за пресловутый этот Запад. Ну мы же как учили это самое. Но что интересно, что в конце и сейчас вот уже, да, проклятые капиталисты. Вот мы и сейчас живем теми Ну же да. образами. Конечно. Американцы там вредители, вот они нас там порицают и так далее. То есть стереотип почти не изменился.
Он какой был в школе, что вот капиталисты эксплуатируют, и вот они наживаются на воздухе. Ну, вот оно так и есть, как бы. Я даже работал... Вот что на тебе наживалось, вот это не обидно. А там воздух, не воздух, мне это вообще... Это интересная школа, как бы, осмысления цивилизации. Ты на себе все испытал? Да, это интересный опыт просто. А Нахамкин, то есть он давно там жил? То есть это было... Нахамкин, я уже работал с Натаном, это его зять. Да. А этот, как его зовут, я уж имя-то забыл, сам Нахамкин, вот который... Натан Берман. Это Натан Берман. Это Нахамкин. Эдуард. Нахамкин, Эдуард, да. Вот Эдуард Нахамкин, он был преподавателем математики. И он, когда эмигрировал туда, ну, естественно, по, как бы сказать, своей вот национальности, как там это? Пятой графе. Пятой графе, да. Вот он эмигрировал, когда он занимался сначала, иконы продавал. А потом уже переключился как бы вот, и первые художники, с которыми он работал, это Шемякин, Цылков, Неизвестный, вот эти вот художники. Вот он с ними начал работать как галерейное искусство, как уже вот, но это все равно галерея была низкого уровня, потому что есть галереи такие как Кастелли, Сонабанд, это культурные галереи, которые задают политику культурную всей американского искусства. Они там на подножном каком-то таком уровне. Но вот эти художники, даже наши самые лучшие, там, Кабаков и все, они все равно не американское искусство представляют. Даже если они в нем как-то поучаствовали, это не то американское искусство. Потому что Голливуд... слишком специфическое. Да, Голливуд не пускает иностранных актеров и все. Если ты только там американец, если ты оправдываешь как бы вложения и приносишь миллионы, тогда ты в Голливуд вхож. И там наших много, в общем-то. Вот. Ну, опять-таки, с пятой графой. Сама голливудская школа, это вообще она была там. Чехов, и Станиславский. Он же для американцев написал книгу свою. Практически по заказу. Нет, они со всего мира всегда все собирали. Нет, это неплохо. Что там говорить, но они платят. То есть но тебе-то не платили? Ну, мы-то, как бы сказать, не являлись культурным явлением. Нас туда, как обезьянок, вывезли просто, что творилось за занавесом. Это 88-й год был тогда? Это 88-й год, да. Потому что вот когда я приехал туда, в 91-м все закончилось к вам интерес, да? Буквально через 2-3 года весь этот рынок рухнул. И Нахамкин стал всех отсылать. У Лебедева просто чуть сердцем плохо не было, потому что он семью туда уже вывез. Это Лебедев Слава, Вячеслав Лебедев. Вот звезды такие рисовал с лучами, там вот такие плакаты. Я посмотрю, сейчас не помню. Да, ну есть такой парень. Так он вот и галереи он стал закрывать Нахамкин буквально через 2-3 года. И что, как разговор состоялся? Ну все, Алексей, спасибо. До свидания. Ну, в общем, да, все, торговля прекращается, рынок закончен. А картины остались там? Знаешь твои? Почему? Потому что стали толпами ходить по галереям всякие люди со свертками, с рулонами картин. Хотите вот русские картины, это же авангард. Ну-ка, может, не купите это, не посмотрите. То есть стадами стали ходить. Да, поэтому они поняли, что все хорошее, что было там под спудом. Сливки сняты, все снято, уже. Да, за 3 копейки куплено. На всякий случай придержим. Да. И посмотрим, что дальше будет. А вот твои работы остались в галерее? Часть он мне отдал, а что-то осталось у него. И то есть все, кто там был, и Назаренко, и та же Нестерова, и кто-то, и даже Коржев там был. Мы с ним в одно время были там в Нью-Йорке. Он как раз там своих вот этих пурликов рисовал, вот эти уродства такое. Он не выдержал, понимаешь? Была советская власть. Ты же помнишь, что творилось там, эти актеры, Ульянов, там вот эти все. Да. Ты же помнишь, что с ними творилось, когда советская власть рухнула, а они все отработали на советскую, всех этих председателей, там, коммунистов, там эти все. И вдруг им, сволочи вы, кукиш вам там. То есть, и то же самое, как бы сказать, с Коржем случилось в искусстве. И они этого не пережили. Они не смогли вместить вот эту метаморфозу, понимаешь, кверх ногами, перевернули их, да. Ну, и постарше еще. И стали трясти, да. А те, которые вот эти вот, и все вот эти Салахов, там все, да. То есть они
все выражали, вот этот пафос, да, там вот этих вот добытчиков нефти, там вот помнишь Салахову картину, Да. там. Ну, все- нефть осталась, можно было Абрамовича Да, рисовать. Чё, но добытчик там. это уже большой кувырок надо было сделать, а извини, он же вот недавно умер, ему уже 90. Какие кувырки уже там в этом возрасте? Ну да. Основное все уже выработано, понимаешь? И поэтому вот все вот эти вот, все это поколение, они как бы, им показали кукиш большой, да? И они со злости, от негодования стали рисовать, что все чертовщина, Да, да, да. что Ну, жизнь в кино земная пошло все это ад, Да, понимаешь, да. да? И вот посмотри, у того же Гелия Коржева, какие картины он Я написал. посмотрю, интересно. Да, Да, потому что его конце. там выставка висит, вот Да. она до сих пор в манеже. Да. И вот пойди и сфотографируй, и посмотри, и сравни, что было, как бы, когда они рисовали Ну, там здорово, первую что он икону. захватил это. Вот это как раз срез интересный. Да, это перелом, понимаешь, когда уже невозможно себя переродить, что Переделать, называется, да. Ты уже не можешь быть молодым и заново Разувериться, жизнь, да. да. Или перевернуть свои, на глазах у всех перевернуть свою Не, просто ты идеологию. должен во всем усомниться, все, что было. И это, конечно, Либо, если ты личность большая, да, то так это переосмыслить, чтобы это было, что Да. ты не, как сказать, тебя не выбросили как отработанный Да. материал, а ты творчески продолжил осмысливать вот этот переворот структуры я думаю, да, это государства. было слишком. У них не было инструментов даже в голове для такого кульбита. Но в нем усматривают такой кульбит. Вот если ты послушаешь да, интересно. Трегулову, как она представляла эту выставку, да, то ты услышишь, что да, вот критики могут все там увидеть. да, они как раз вот это вот этих пурликов, это уродство, как бы, которое он зарисовал, Пурлики. они отнесли, да, к тому, что вот он как бы не пережил вот этого социального потрясения с обществом, с этими идеалами, как бы поруганными и так далее. И он как бы вот изобразил вот темную сторону этого кульбита в Да. государстве. Поэтому его нельзя сказать, что он совсем, как бы сказать, таким вот себя упадшим, как Да, бы да, осмыслил. интересно, я посмотрю. да. Он все равно писал, и даже когда он в Америке, вот там, его же тоже, как бы сказать, он был заметным художником. Вот. И он Его там- тоже использовали, так же вот его тоже продавали. 1,5 да. за 20? Да, наверняка и его тоже надували, потому что там ко всем русским относились. Это вот как раз вот та американская спесь, что вот их культура Да. действительная, лучшая, да? Не, ну извини меня, он же А вы продавал за 20. То есть аборигены. цена была. Нет. Цена была у вашей картины. Она была 20. Ну, Это была оценка хорошая. Вопрос в том, что вас именно конкретно обманывают. относительно русской зарплаты это была хорошая оценка. Ну, это... Но извини, если это искусство как бы мировое, и ты попадаешь как бы в аналоги туда, то ты как бы несопоставим. Это примерно в 1000 раз. Конечно. Не, ну Вот. причем там, да, нет, конечно, вас просто использовали, обманывали, понятно. Но, видишь, все испытывали эту судьбу. Почему? Потому что другого шанса никогда не было. Это да, И конечно. поскольку Конечно. интерес был не только как бы своей там судьбы и славы, как художника, но интерес еще был тот, что это ж было за занавесом, это ж были те капиталистические страны, в которых ты вряд ли мог вообще когда быть. И Сейчас поэтому, спокойно, это тогда было, да. Как и поэтому, диковинка, когда да, вот это вот случилось, полетел. то мы были и рады этому, что хотя бы выползти Да, за да. ограду и посмотреть, а что там вообще, как там живут и что это за люди. Не, хоть. ну инвалида поставили на дощечку, конечно, он куда-то на колесико, он там прокатился, рад там. Ну да, но Так-то, он хотя бы конечно. увидел, что Конечно. это за базар А вообще. на самом деле такой. можно было и ноги сделать, и все там. Да, Но это да, тебе, да. не Да, но давали. тебя сразу за человека никогда не Конечно. возьмут. Там все выросло на продаже рабского труда, хлопок, который они Не, создавали. ну интересно, что да, как бы, грубо говоря, своих же и обманули. Ну ладно. А обманывали, как бы, да, свои, те, кто выехал раньше, Да. потому что это не в американское искусство превращено. Да, нас показали на общей выставке Ну как да, бы да, да. с американскими, чтобы показать, насколько мы превосходим аборигенов. Но вам не дали вырасти социально, как бы. А ты там не можешь. Почему, знаешь? Потому что у них структура искусства, она по-другому устроена.